Ваш успех не в том, что вы лучше, а в том, что кто-то потерпел поражение. Мы добиваемся успеха, мы трудимся над ним, достигаем чего-то, потому что мы опираемся на агрессивные импульсы, деструкцию и превосходство. Успех – это не абстрактное благо. Это победа, это превозмогание в рамках конкурентной борьбы, борьбы двух психологий. Здесь и возникает главный парадокс – парадокс усилия. Наш мозг работает постоянно, наше сердце работает постоянно. Мы не можем просто лежать и ничего не делать. Мы все равно что-то делаем. И вот это наше естественное состояние почему-то кем-то должно покупаться. Мы заняты интересными, вовлекающими нас идеями, а кто-то другой должен за это платить? Ответ лежит не в нашей ценности, а в хронической нужде другого человека. Потребитель, клиент, аудитория, они не просто покупают нашу услугу или наш товар. Они платят, потому что они испытывают нужду в чем-то. Или, иначе говоря, они испытывают болезненное отсутствие. Человек, который покупает, он болен отсутствием, ему чего-то не хватает, он чувствует сильный дискомфорт. Ваш успех – это лишь мера того, насколько успешно вы смогли заполнить эту пустоту, насколько эффективно вы выступаете в роли лекаря, который спасает человека, его жизнь от бессмыслия и делает качество его жизни выше. Если мы можем связать успех с проявлением агрессивных импульсов, то хорошо бы разобраться в их структуре. Для этого нам помогут две позиции – позиция лекаря и позиция конкурента. В случае с лекарем опора идет на деструктивные импульсы. То есть это признание болезненности другого человека, его слабости, немощности, беспомощности и так далее. И занятие определенной позиции, как лекарь занимает по отношению к больному. Вторая полезная для нас позиция – это позиция конкурента. Она основана на агрессивном импульсе, который мы называем превосходство. В основе конкуренции лежит изначальное превосходство, которое формируется в разуме человека, и он выступает, предполагая, что, вступив в борьбу с другими людьми, он обязательно победит, потому что они недостаточно умны, недостаточно сильны, недостаточно быстры и так далее. Сюда же относится и механизм обесценивания. Обесценивается конкурент, и человек чувствует себя более успешным на фоне другого. Например, во время сплетен люди часто касаются жизни других людей, как будто создавая дистанцию и сообщая негласно: «Я точно умнее, я точно знаю лучше, я точно гораздо успешнее». Это две стратегии, которые помогают ощущать успех. Дальше мы переходим к разделению на низкоуровневый и высокоуровневый успех. Низкоуровневый формируется за счет обертки. Неважно, какая идея, неважно, что там внутри. Главное завернуть это ярко, сочно, так, чтобы это бросалось в глаза и чтобы привлекало внимание. Это как показывает бриллиант человека, который не отличает его от стекла. Он только оценивает блеск. К сожалению, это проглатывается большинством людей. Обертка и содержание, которые могут не соответствовать тотально. Таким образом крадется внимание людей на какие-то пустые разговоры, на бесполезные советы, просто на развлечения, в то время, когда человек мог бы больше ощущать свою жизнь через какие-то реальные действия или через контент, который глубокий, полезный, познавательный, нужный в этот момент. Это успех низкого уровня, который мы называем борьба за внимание. Второй вид успеха – это высокоуровневый успех. Он создается в организациях, клубах, секциях. Люди соревнуются в силе, смелости, ловкости, выносливости, и при этом они находятся приблизительно на одном профессиональном уровне. Примером тому могут быть Олимпийские игры, где каждый из участников уже прошел очень жесткий отбор внутри своей страны и доказал
свою претензию, то есть свои агрессивные импульсы на получение золота, на победу, а значит превосходство над другими и разрушение надежд и мечтаний любых других конкурентов. Для настоящего успеха, для ощущения полноты от успеха вам надо решить, с кем вы соревнуетесь. С простыми людьми, и это будет уровень низкий, это будет уровень вот этого блеска и отсутствия глубокого содержания. Или на уровне равных, на уровне сильных, где между людьми разница не так существенна, и где превосходство, даже если ощущается, его нужно еще доказывать кровью и потом. Выбирая высокоуровневый успех, человек уменьшает зону воздействия, при этом часто от него требуются огромные усилия для победы, для успешного продвижения. И человек тогда, с одной стороны, реализует свои агрессивные импульсы, а с другой стороны, он должен в огромном объеме труда добиваться уровня, на котором он сможет окончательно их проявить. То есть это уже уровень мировых соревнований, например, где количество участников будет небольшое, а значит и травматизация, обесценивание, уничтожение будет только малой группы людей, а усилия будут потрачены колоссальные. И человек будет чувствовать большую наполненность, потому что он при таких сильных импульсах нанес минимальный вред другим людям. Более того, его успехи могут быть даже примером для других и подсказкой, что по этой дороге идти гораздо лучше, безопасней и правильней. Теперь, когда мы увидели деструктивные импульсы успеха в действии, пришло время задать вопрос: какова цена, которую платит тот, кто их испытывает? Чтобы находиться в зоне успеха, нужно постоянно быть в напряжении. Нужно постоянно находить мотивацию на эту борьбу, а значит опираться на собственный внутренний конфликт, на собственные агрессивные импульсы, которые обесценивают другого человека или разрушают. Именно поэтому часто люди, пережившие сильный успех или значимый успех, чувствуют себя разбитыми, разрушенными внутри. Чтобы поддерживать успешное состояние, нужно испытывать агрессивные импульсы, которые обращены не только наружу, не только на других, но и на себя. То есть нужно держать в себе закапсулированный какой-то серьезный конфликт. Иначе говоря, успех формируется внутри человека как его неудовлетворенность, которую он переносит вовне в виде желания разрушать или обесценивать, или превосходить других. Это, конечно же, формирует определенную личность, личность успешного человека. Конечно, такой человек подвержен глубочайшему разочарованию. И часто такие люди, не выдерживая разочарования, оборачивают агрессию против себя. Порой, к сожалению, это приводит к суицидальным последствиям. В народе так и говорят: это была цена успеха. Так вы можете понять, так вы можете увидеть, с кем на самом деле вы соревнуетесь. И в чем реальная цена вашего успеха. Вы не сможете построить устойчивый успех, пока не увидите его структуру, порой очень некомфортную, но честную. Теперь вы ее видите.